В этом видео я покажу вам стрижки для женщин, которые сделают вас моложе. Итак, let's go, друзья! Hi everyone, с вами Ева Лорман, я автор и ведущая этого канала, который посвящен красоте. Первая стрижка – это как маленькое черное платье, которое должно быть в гардеробе любой модницы. Никогда не выходит из моды и всегда выручает, даже если вам 50+. Это классическая каре с прямой челкой. Почему она так круто работает? Во-первых, она визуально сбрасывает десяток лет за счет четких линий и аккуратного силуэта. Образ сразу становится свежее и динамичнее. Кому она особенно подойдет? Если у вас хорошая форма лица. Стрижка подчеркнет ее и сделает черты более выразительными. А если у вас лицо чуть шире, прямые линии волос возле лица сбалансируют пропорции. А если у вас высокий лоб, эта челка как тот супергерой, который спасает ситуацию и скрывает этот небольшой недостаток. Потому что высота лба бывает разная. Бывает гармоничная, а бывает доминантная. И именно челкой можно скорректировать эти особенности лица. А если у вас средняя или высокая шея, каре подчеркнет ее и добавит элегантности. В общем, это замечательная стрижка для тех, кто хочет выглядеть стильно, но без лишних сложностей. Уложил и пошел покорять мир. Пишите в комментариях, как вам этот вариант. И хочется еще подчеркнуть цвет волос. Цвет волос просто шикарен. Именно этот цвет волос может сработать как идеальный корректор для незначительных недостатков формы лица. Вообще, мое глубокое убеждение, чем старше по возрасту дама, тем более неконтрастный цвет волос должен быть. Напоминаю, что оперативно на ваши вопросы я отвечаю в первый час после выхода нового видео, поэтому подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе. Где меня найти? Все ссылки на мои соцсети в описании и моем закрепленном комментарии. И всегда читайте описание, потому как я могу туда вставлять разные полезные ссылки на материалы, которые я упоминаю в своих видео. Вдруг что-то появляется очень актуальное. И смотрите видео до конца, в конце всегда горячее объявление. Следующая стрижка – это удлиненная каре с удлиненной челкой. Что в этой стрижке такого классного? Ну, посмотрите на эту элегантную даму. Во-первых, она невероятно мягко обрамляет лицо. Удлиненные пряди, как и в предыдущей стрижке, делают черты лица более утонченными. Челка не режет лоб, а деликатно его прикрывает. Кому эта стрижка подойдет идеально? Тем, у кого нормальная или достаточно густая шевелюра. Она будет лежать, как задумал стилист. И вам не составит никакого труда ее укладывать. А вот если волосы редкие, то тут тоже есть нюанс. Из-за удлиненной челки редкая структура может быть подчеркнута. Не катастрофа, конечно, но придется больше работать с прикорневым объемом, что мы не очень любим. В общем, этот вариант для тех, кто любит выглядеть стильно, собрано и чуть-чуть загадочно под прикрытием этой челки. Пишите в комментариях, как вам этот вариант. Следующая стрижка. Вау! Это моя одна из самых любимых стрижек. Вообще, это мой фаворит в стрижках на среднюю длину. Эта стрижка называется Марго из моей коллекции Маэстро. Кстати говоря, обращаюсь к мастерам или к тем, кто хочет стать мастером. Скоро я провожу 2 бесплатных вебинара по стрижкам и по колористике, по окрашиванию волос. На страницах полная подробная информация, что будет обсуждаться. Если вам эти темы интересны, ссылка в описании в моем закрепленном комментарии. Предположительно, это будет начало сентября. Точную дату я пришлю вам на почту, а также объявлю в соцсетях и здесь тоже. Идем дальше. У нее есть масса плюсов. Она буквально работает на ваш образ и на ваш тип волос. За счет легкой градуировки эта стрижка может придать объем даже не супер густым волосам. А мягкая лесенка у лица деликатно обрамляет черты и помогает визуально сгладить некоторые нюансы. Скорректировать низ, если это надо сделать, а также скорректировать шею. Еще одна фишка этой стрижки – твердая окантовка. Этот термин я ввела в парикмахерском искусстве и продолжаю за него топить. Твердая окантовка – это плотная линия волос именно внизу.
Посмотрите внимательно. Там вроде бы как и есть градуировка, но вроде бы как ее и нет. Это и есть твердая окантовка. Но это не просто прямой срез. Нет, это не линия каре. Да, элемент из него есть, но не полностью. За счет этого прическа выглядит плотной и собранной. Так что стрижка Марго – это практически единственный вариант на средние волосы, когда есть и объем, и на редких волосах будет выглядеть достойно. А сколько вариантов укладки можно сделать на базе этой формы? Можно ее носить в распущенном состоянии, как она сейчас есть у нас на фотографии. А можно собрать сзади волосы в хвост, а спереди локоны оставить. Это один из самых крутых элементов коррекции формы лица. Потому что, если мы полностью волосы собираем в пучок, то коррекции формы как будто бы и нет. Мы как раз таки оголяем всю форму вместе с ее недостатками. А если мы оставляем частично волосы у лица, то есть делаем вот такой эффект, вот таким образом, и посмотрите, какая красота может быть. В итоге образ становится более расслабленным, но это, кстати говоря, не просто расслабленный образ, это может быть даже вечерний образ под красивое коктейльное платье или костюм. Особенно если вам не хочется заморачиваться с укладкой. Просто высушили волосы, подняли в хвост, закололи красиво какими-нибудь там заколочками, а спереди волосы распустили, и вот вам шик и блеск. В общем, это стрижка под любое настроение, под любые события. И вы можете быть всегда разной. И именно эта стрижка работает с лифтинг-эффектом, когда нужно подтянуть форму лица. Если вам хочется чуть-чуть приподнять контур и добавить образу свежести, стрижка Марго. Кстати, полное описание этой стрижки со схемами и разбором, на какие типы волос, формы лица она подойдет, как ее стричь пошагово, как выполнить твердую окантовку. Все подробно описано в моей книге «Код идеальной стрижки. База номер 1». Ссылка в описании, в моем закрепленном комментарии. Большинство клиентов хотят именно эту стрижку, либо они не могут объяснить, но именно она им больше всего и подойдет. А мастера часто не понимают или не знают, как ее стричь. Пишите в комментариях, как вам этот образ и эта стрижка в целом. Да, я ее люблю, я ее расхвалила, но я знаю, о чем я говорю. Даже самые, казалось бы, сложные случаи, широкая шея, низкий контур лица, тяжелый низ, корректируются этой стрижкой очень здорово. Следующая стрижка, она у меня есть на канале, я ее делала себе когда-то, но у нее есть определенные нюансы. Какие это нюансы? Эта стрижка любит внимание. Ей обязательно нужна укладка, потому что без укладки она будет смотреться очень просто. Но зато с укладкой она расцветает, потому что акцент у этой стрижки в шарике. Это стрижка шарик, хотя мы ее и называем боб с градуировкой. И эта стрижка очень круто также корректирует недостатки формы лица, когда нужен при средней длине, при закрытой шее, образно говоря, вы видите, что шея закрывается волосами. При такой комбинации у нас создается объем сверху. Эта стрижка максимально может подойти для тех людей, кому он просто необходим. В общем, чтобы она выглядела эффектно, с ней нужно потрудиться. А вот на редких волосах я бы ее не советовала делать, потому что здесь сплошные слои, сплошная градуировка, которая редкие волосы делает еще более редкими. Пишите в комментариях, как вам эта стрижка. Идем дальше. Вау! Это для тех, кто ищет баланс между строгостью и женственностью. Мой любимый Light Bob. Встречайте! Это как деловой костюм, но с шелковым шарфом. Все четко по правилам, но с изюминкой. Эту стрижку я делала неоднократно у себя на канале, показывала ее. У нее есть несколько вариантов. Что мы здесь видим? Лаконичный силуэт, чистые линии и, конечно же, удлиненная челка, которая придает своей хозяйке изюминки. В отличие от классических вариантов каре, в этой стрижке есть воздух и движение. Главное достоинство Light Bob – его универсальность. Он подходит именно потому,
что форму можно адаптировать под разные черты лица. А вариантов укладки здесь тоже масса. Можно носить, как на картинке, на косой пробор. Можно носить на прямой пробор. Можно сделать укладку за ухо. Можно сделать в свободном падении. И если нужна вечерняя прическа, из этой стрижки можно ее сделать. И эта челка также дает простор для маневра. Ее можно уложить на бок. Можно чуть-чуть сбить пальцами, сделать ее более объемной, чтобы аж вот так она лежала, либо чтобы она прилегала, в зависимости от того, насколько нужен вам высокий объем. Потому что, когда челка лежит на лице, открывается теменная зона, уровень апекса. И если он достаточно высокий, то вам реально нужна челка, которая лежит на лице. А если апекс невысокий, то лучше его не показывать или там не оголять. Лучше наоборот его прикрыть челкой. То есть челка тогда должна быть повыше. Эта стрижка также описана мной очень подробно в книге «Код идеальной стрижки», база номер 1. Делитесь, как вам эта стрижка. И следующая стрижка. А что же это за стрижка? Ну что же это за стрижка? Давайте подумаем. А это тот же лайтбоб. Ты посмотри, только на седых волосах. Обратите внимание, какая разница между этими цветами. Первый вариант – затемненные корни. Эту технику я очень часто показывала на себе, которая дает возможность, как бы сказать, оторвать стрижку от лица, чтобы вы не сливались с ней в цвете. А вот эта стрижка – это та же самая стрижка, которая называется Light Bob. Может быть немножко адаптирована под тип волос, но смысл у нее такой же. И она выполнена на седых волосах. И посмотрите, как это шикарно тоже выглядит. Просто глаз не оторвать. Да, почему принц хотел оторвать глаза у Золушки? Помните из этой области? Посмотрите, как одна и та же стрижка может выглядеть немножко по-разному на каком-то другом цвете волос. Я показываю здесь еще затылок. Как выглядит затылок на этой стрижке. То есть в этой стрижке очень специфическая такая градуировка, которую как будто бы и не видно, за счет чего и остается густота волос, но она все-таки присутствует и создает объем. Это очень важно. Что хочется отметить по поводу седины. Я, в принципе, против седины, но только не в том случае, если седина красивая от природы, если все гармонично смотрится, седина чистая, без каких-либо дополнительных зеленых или желтых отливов. Вот такой формат, это очень красиво смотрится, но это можно добиться и при помощи окрашивания. Если у вас, например, не очень чистая седина, такой вариант также есть у меня на курсе «Салонный блонд дома». Для людей, у кого много седины, ссылка в описании в моем закрепленном комментарии. А также, если вы хотите покрасить в домашних условиях волосы в салонный русый цвет. Как правило, мы хотим всегда холодный русый цвет. То же самое. И в блонде, и в русом по 11 баз. Выбирайте свою и учитесь. Потому что это очень выгодно, особенно сейчас. Один раз научился и ни от кого не зависишь. Я там рассказываю на примере многих брендов, которые доступны в любой точке мира. И еще раз обращаю внимание на затылок у этой стрижки и показываю то, чего бы я точно не делала. Это укороченный затылок, Light Bob в миниатюре. И вот по правилам стилистики, коррекции, формы лица, шеи и так далее, надо было бы плюс 5 сантиметров оставить, и это была бы уже совершенно другая история. Потому что недостатков масса может быть. И широкая шея, и слишком тонкая шея, и длинная, и короткая. Подбородок оттяжелен со вторым подбородком. Наоборот, скажем так, недостаточно мышечной массы. Поэтому волосы, они способны эти недостатки немножко откорректировать. Так, едем дальше. А теперь более короткие варианты стрижек. Эта стрижка в моей технике называется классик. Это лаконичная стрижка, но с характером. У коротких стрижек большую роль играют такие тонкие нюансы, которые заметны хорошим мастерам с опытом работы. И вот здесь
эта стрижка тоже из этой области. Потому что короткую стрижку можно подстричь по-разному, и она также будет по-разному выглядеть. Что особенного в этой стрижке? Это элегантная короткая стрижка, не какая-то пацанская или просто какая-то обычная. Мы знаем, как может выглядеть обычная короткая стрижка, а это нет. Она именно элегантная, особенно если там плюс аксессуары, красивые очки, украшения. Но это сразу выигрышный вариант среди многих коротких стрижек. Волосы элегантно убраны за ухо, а на затылке сформирован достаточно хороший объем. При этом затылочная зона не обрублена, как часто это бывает, а оформлена так, чтобы не оголять нюансы, например, недостаточно густых волос. Потому что я считаю, что это критически важно для зрелого возраста. У стрижки Classic есть также одно неоспоримое преимущество среди других коротких стрижек. Она, можно сказать, подойдет практически под любой тип волос. Прекрасно сработает на волосах средней плотности, а также на легкой волне. Небольшая природная подвижность добавит образу естественности. Но тут есть тоже исключение. Она не подойдет для слишком редких волос. Именно поэтому мастерам, конечно, очень важно в самом начале оценивать плотность волос, густоту. Эта стрижка также есть у меня в книге «Код идеальной стрижки». Пишите в комментариях, как вам этот вариант. Я очень, кстати говоря, люблю эту стрижку за счет именно этой укладки. Всегда в толпе вижу дам с такой укладкой, и почему-то они всегда выделяются. И, кстати говоря, эта стрижка одна из немногих, в принципе, на возрастных дамах хорошо будет комбинироваться с темным окрашиванием. Потому что, если предыдущие все стрижки более удлиненные, а темные волосы около лица это уже не очень хорошо при каких-то возрастных изменениях, а именно вот этот вариант, в принципе, любым цветом. Даже с черным. Хотя я черный вообще цвет не люблю ни в каких его вариациях. Но тем не менее, ладно, хорошо, ок, если вдруг. Следующий вариант в моей технике стрижек, эта стрижка называется Pixie Medium. Она уже с более коротким затылком снизу и такой шапкой сверху. Эта стрижка идеально раскрывается, конечно же, с окрашиванием в Total Blonde. Ну, либо на стопроцентной седине. Именно на чистом оттенке такая форма смотрится, конечно, особенно дорого. Также еще могу подчеркнуть, что именно этот формат, сочетание этой формы стрижки с светлыми волосами максимально корректирует определенную форму лица, который нужен, ну, мега-лифтинг эффект. Либо вот замечательно подчеркивает идеальную форму угла челюсти. Вот как эта стрижка выглядит на седине. Здесь не стопроцентная седина. Как правило, седина обычно локализуется в каких-то зонах, и чаще всего это челка, виски. На затылочной зоне там может быть и 70% седины, и 60% даже. Но если правильно ее потом обработать, потому что при такой седине, как правило, все это выглядит по-мышиному, с какими-то вкраплениями, которые придают образу максимальную неухоженность. А когда мы видим вот такой образ, ну, это, конечно, очень круто смотрится. Как добиться такого цвета? Опять же, посредством моего курса «Салоны Блонд дома». Там есть также работа с такой интересной локализацией сединой. В общем, шикарный образ, просто вау-эффект. Эти аксессуары, очки, небольшой макияж. Красота! Ну а теперь моя тоже одна из самых любимых стрижек, которая называется гарсон. Это гарсон Classic. Посмотрите на это фото. Чистый, светло-серебристый оттенок волос. С этой стрижкой работает просто как идеальный холст. Он не спорит с формой, а наоборот ее гармонично подчеркивает. Это именно та стрижка, о которой я часто тоже говорю в своих видео. Почему гарсон одна из самых моих любимых стрижек? Да потому что она идеально справляется с недостаточной густотой волос. За счет правильно построенной структуры и техник среза волосы будут выглядеть плотнее и, соответственно, силуэт собраннее. Также
балансируя немножко длинными в этой стрижке, можно ее подстраивать под определенные индивидуальные особенности черт лица. То есть эта стрижка, можно так сказать, кастомная. Настройки индивидуальные. В принципе, по большому счету, они все кастомные. То есть все стрижки можно адаптировать под индивидуальные особенности клиента. Но, конечно, далеко не все мастера вообще в принципе разбираются в стрижках, а о кастомном варианте это вообще уже высший пилотаж. Поэтому, конечно, придя просто в парикмахерскую и сказать: сделайте мне вот эту стрижку, но адаптируйте ее под мой тип волос, под мои черты лица и под мои там, например, особенности какие-то, не буду обсуждать это. Произойдет это? Не уверена. Потому что стрижки это настолько тонкие настройки, даже 0,5 сантиметра может много что решить. Ну и, конечно, весь образ добавляют аксессуары. Обожаю аксессуары. Губная помада правильно подобранная и эти шикарные очки в черной оправе. Это классика жанра. Не обязательно они должны быть с диоптриями. Можно просто для украшения даже носить такие очки, потому что это очки имиджевые, сногсшибательно. Все должно быть в человеке красиво. Прическа, одежда и душа. Делитесь в комментариях, как вам эта стрижка. И согласились ли бы вы на такую стрижку вот прям вот сходу? И, конечно, должна напомнить, что если вы окрашивание делаете в домашних условиях и хотите получить полный алгоритм окрашивания, начиная от подготовки волос и заканчивая уже как смыть цвет, который вам не понравился, эти все алгоритмы есть у меня на курсе «Салонный блонд дома» и «Салонный русый дома». Салонный блонд дома. Там вы найдете ответы на вопросы, как из любого цвета волос выйти в салонный блонд, в том числе и выход из черного в блонд. Я разбираю, как выбрать пудру, как подобрать оксид, чтобы не убить волосы, как выбрать красители. Там я рассказываю на примерах 8 брендов, которые доступны в любой стране. Как создавать разные миксы, как наносить эти составы, потому как у вас нет скорости, как у мастера. Сколько выдерживать на каждом типе волос, как убрать желтизну, как не допустить зелень, как тонироваться в холодный или теплый блонд. И что делать, если вдруг цвет вам не понравился. А для тех, кто хочет получить салонный русый дома из любого цвета волос, салонный русый дома. Как краситься без рыжины, без затемнения. Как уйти из блонда в русый без зелени, как смешивать красители, как наносить, чтобы это было все безопасно для волос. И еще одна важная особенность: в каждом направлении по 11 баз. И в первом, и во втором направлении также есть окрашивание седины. Для каждой базы существует свой алгоритм окрашивания. То есть нельзя взять всем показать один алгоритм. Так не работает. Поэтому на просторах интернета огромное количество ошибок, которые люди допускают и в домашнем окрашивании, и даже в салонном окрашивании. Сейчас на все скидки и полезные бонусы. Ссылки в описании и в моем закрепленном комментарии. Я рада вам сообщить, вышла моя долгожданная книга «Код идеальной стрижки. База номер 1». В этой книге я собрала базу самых популярных стрижек из интернета. Стрижки и схемы пошагово, работа с разными типами волос и как подобрать стрижку. Это не просто книга. Помимо самих стрижек, в этой книге масса полезной информации как для мастеров, для новичков, так и для любителей. Как выходить из разных ситуаций, как общаться с клиентами, сотни подсказок и фишек, как добиться идеального результата. Код идеальной стрижки. Новая эра мастерства. Подробности и ссылка под этим видео и в моем закрепленном комментарии. И следите за выпусками, скоро книга по колористике. Напоминаю, что оперативно на ваши вопросы я отвечаю в первый час после выхода нового видео, поэтому подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе. Курсы, книги, онлайн-консультации, ссылки в описании и в закрепленном комментарии. И всегда читайте описание, потому как я могу там дополнить тему ролика. И подписывайтесь на мой телеграм-канал. Туда вы можете присылать вопросы со своими фотографиями. Ссылка на него в описании и в закрепленном комментарии. Благодарю всех за потрясающие комментарии. Надеюсь, ролик был для вас полезный. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать новые уведомления. А я на этом канале снимаю ролики для вас и показываю все тонкости работы мастера индустрии красоты. Bye-bye, everyone! С вами была Ева Лорман. И до встречи в новых видео. Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, колокольчик тут же жми, делись со всеми, не томи, хватит даме танцевать, пора идти видос снимать.